Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 62-й выпуск видеожурнала Hair Set. Процедуру по уходу и окрашиванию волос от Constant Delight – это повышение качества услуг в вашем салоне. Constant Delight. Красота бесконечна. В этом выпуске мы поговорим о животрепещущей теме «Цветовой круг». Перед тем, как перейти к цветовому кругу, давайте вспомним главный момент – первичные цвета. У нас существует две основные системы смешения. Это субтрактивная и аддитивная. Одна является вычитательной, другая является слагательной. В чем суть? Как вы поняли из названий, в вычитательной системе у нас идет отражение. То есть, когда луч попадает на предмет, часть лучей поглощается предметом, и оставшийся цвет мы видим по итогу. Именно этот режим мы с вами видим на волосах. Аддитивное смешение возможно только в одном случае, когда луч идет в пространстве, то есть до того, как отразился от предмета. Непосредственно на волосах аддитивное смешение получить невозможно, поэтому мы с вами будем опускать в основной режиме работы данную тему. В аддитивном смешении главные цвета – это зеленый, красный и синий. Именно они формируют весь видимый спектр, который мы с вами видим во время преломления лучей. В субтрактивном смешивании главными цветами первичными являются циан, маджента и yellow. Если честно, вы должны понимать, что ту систему, которую разрабатывал в свое время Йоганнес Иттон и говорил о том, что первичные цвета желтый, синий и красный, она является очень отдаленной от реальности и хорошо подходит для первичного изучения цвета. То есть, когда мы с вами говорим о первичных цветах желтый, красный и синий, противолежащие цвета в системе не будут получать стопроцентный серый нейтральный цвет. Вы всегда будете получать путем смешивания противолежащих цветов теплый коричневый оттенок. Когда мы говорим все-таки о реальной системе смешения, нам нужно получать с вами при смешении трех первичных цветов ахроматический серый. Когда вы можете увидеть все цвета, которые у нас есть первичные, когда вы работаете с принтером. На принтере как раз есть yellow, cyan, magenta. Три первичных цвета. Чаще всего у вас присутствует еще четвертый цвет black. Если у вас более профессиональный принтер, у вас разбавленные есть magenta, то есть light magenta, и light cyan существует еще в палитре. Смотрите, первичный красный, который в реальности является все-таки больше похож на розовый. То, что мы с вами называем 89-м цветом, например, если мы говорим о Constant Delight. Когда мы говорим с вами о первичном синем, по реальности это становится больше синий-синий-голубоватый, то есть больше голубой цвет. Но в своей силе, конечно, более темный, более плотный. Но единственное, что у нас соответствует реальности, это желтый. Желтый у нас выглядит достаточно плотным в чернилах. На бумаге мы получаем достаточно красивый, прозрачный желтый оттенок. Именно путем смешения трех этих первичных цветов мы с вами будем получать ахроматический серый цвет. И поэтому, когда мы с вами будем говорить о реальном цветовом круге, который работает с точки зрения ахроматичности цветов в центре своем, мы всегда будем говорить о первичности именно этих трех цветов, а не тех цветов, которых предложил в свое время Йоганнес Иттон. Вы можете все те правила, которые мы с вами будем проходить, применять в принципе и по старому привычному кругу Йоганнеса Иттона, если вам комфортнее. Мы же все-таки будем говорить на том цветовом круге, на котором преподаем у нас в академии. Данный цветовой круг разработала команда наших преподавателей, и он максимально приближен к реальности того, что нам нужно получать при нейтрализации. По секрету, не бывает идеальных цветовых систем. Почему? Да потому что ни одна система в плоском ее отображении, то есть в проекции, не может вам отобразить все цвета, которые у вас есть непосредственно в природе. Наш человеческий глаз даже не может увидеть все цвета, которые есть. То есть мы видим с вами только ограниченный спектр цветов. И поэтому, когда мы говорим о любой системе цветов, мы говорим об условном, абстрактном применении цветовой системы. Поэтому применять вы можете ту систему, которая комфортна конкретно вам. Еще раз повторюсь, в любой системе
есть всегда ахиллесова пята. Есть те вещи, которые будут не позволять вам полноценно работать. Что вы возьмете систему Освальда, систему RGB, систему ЦМИ, систему Хьюэ, систему того же Кандинского, систему Аксиомы, систему Иттона. Все они будут иметь как плюсы, так и минусы. Самый главный вариант, который вы должны в них выбирать, чтобы эта система была комфортна лично вам, и вы могли профессионально и полноценно по ней понимать цвет и то, как вы его создаете. Оптимальнее, конечно же, рассматривать цвет в объеме, но тут возникает одна проблема – держать это в голове. Когда вы профессиональный колорист, который очень долго работает с цветом, вы можете создать у себя в голове непосредственно объемную 3D-модель цвета. Но когда вы только начинающий мастер или мастер, который достаточно долго не воспринимал цвета в объеме, а смотрел только в плоскости, вам будет сложно перепрыгнуть сразу на объемную систему. И поэтому начинать и работать в большинстве случаев вам проще на плоской системе цветов. Итак, вы видите цветовой круг. Как мы с вами говорили, у нас первичным цветом является желтый, yellow обозначается у нас на цветовом круге, потом у нас есть magenta и циан. Три первичных цвета, которые мы расположили на равных расстояниях друг от друга. На что нам нужно обратить внимание? Против каждого цвета будет лежать цвет, который позволяет создать максимально приближенный серый оттенок. По крайней мере, насколько это возможно. В компьютерной модели это возможно. В реальной жизни вам очень сложно найти цвета, стопроцентно лежащие против друг друга. Поэтому в основном у вас в центре будет получаться серо-серо-коричневый цвет, что уже является достижением по сравнению с получением теплых коричневых оттенков. Итак, какие цвета находятся на круге аксиома против друг друга? Как видите, против желтого у нас находится прекрасный синий фиолетовый цвет, то есть не фиолетовый. Тут вам нужно отметить, что чистый фиолетовый цвет нейтрализует достаточно холодные оттенки, то есть он хорошо против лимонных цветов. Но когда мы говорим о чистом желтом цвете, то лучше всего все-таки работает этот цвет непосредственно с сине-фиолетовым. Да, концентрация фиолетового там достаточно высокая, но все-таки это цвет, который уже стремится к синему цвету намного больше. Фиолетовый цвет, как вы видите, находится против желто-зеленого оттенка. И именно они очень хорошо получаются с точки зрения проявления сероватых цветов. Против синего цвета, как вы видите, находится наш прекрасный оранжевый цвет. Против циана находится красный цвет, и они как раз друг друга отлично нейтрализуют. Против сине-зеленого же цвета находится прекрасный фиолетово-красный цвет. Для нейтрализации зеленого вы в основном будете использовать мадженту. Но тут мы с вами должны оговорить один главный фактор. Зеленый должен быть нейтральным. То есть не сине-зеленым и не желто-зеленым. Именно тогда у вас он будет работать очень хорошо с маджентой. Какой важно отметить фактор с цветовым кругом? Почему мы говорим, опять же таки, об его условности? Как видите, на одном цветовом круге у нас находятся и очень светлые цвета, и очень темные цвета, которые поглощают светлые цвета. Поэтому, когда вы смешиваете в равных пропорциях очень часто первичные цвета, вы получаете более глубокие оттенки, чем хотели бы. Здесь очень важно отметить, что светлый цвет всегда будет уходить под доминирующий темный цвет. И вам придется увеличивать долю светлого на долю темного. Теперь поговорим о главных правилах применения цветового круга. Первое правило – это правило нейтрализации. Как оно звучит? Противолежащие цвета на цветовом круге нейтрализуют друг друга при условии. И здесь очень важно соблюдать этих два условия. Цвета должны иметь одинаковую насыщенность и одинаковую светлоту. Проблема состоит в том, что чаще всего мы применяем микстона-нейтрализаторы, которые достаточно плотные. И нейтрализовать нам приходится всегда, уменьшая долю нейтрализатора во много раз. Например, для осветления 10 уровня глубины тона и получения нейтрализации мы добавляем всего 1 см синего микстона. Поэтому очень важно запомнить, когда у вас разная глубина, разная светлота и разная насыщенность цветов, вы будете уменьшать долю темного цвета по отношению к светлому, чтобы он не доминировал над ним и не уводил цвет в более темный оттенок.
Что важно отметить, когда мы говорим про микстона? Микстона, как я уже сказал, имеют разную степень насыщенности. И каждая фирма разрабатывает собственные правила. Вы должны понимать, что правило 11, которое разработано в свое время компанией Valley, не подходит для всех компаний. Оно подходит только для тех компаний, у которых микстона идентичны по плотности Valley. И тогда вы можете применять их аналогично. Во всех остальных случаях ваша задача, точнее даже будет задача технологов компании, а еще точнее задача арт-директора компании, разработать систему работы микстонов так, чтобы он заранее вам сказал, как их применять. Огромный плюс микстонов в том, что они находятся, как видите, по внешней части цветового круга. Поэтому мы можем с вами достаточно сильно двигать цвет по цветовому кругу. В этом, например, есть минус огромный у тонов нейтрализаторов. Тон нейтрализатора находится непосредственно внутри цветового круга, и у вас подвижность уже будет достаточно мелкая. Исключением являются максимально интенсивные цвета, которые больше похожи на микстона, чем на тона-нейтрализаторы. И их вы очень часто можете использовать, именно комбинируя за место микстонов. Особенно это относится к красителям компании Label, которые имеют максимальную насыщенность цветов с различным уровнем глубины тона с точки зрения плотности пигмента. По поводу микстонов мы чуть попозже, в конце нашего выпуска, обязательно поговорим. И я обязательно расскажу, какие микстона лучше всего приобрести. Ну, по крайней мере, из тех, которые доступны и за которые мы можем гарантировать в работе. Правило номер 2. Правило насыщенности. Звучит это правило следующим образом. Если вы хотите увеличить насыщенность одного оттенка, вам нужен другой оттенок родственного цвета, более насыщенный. Чаще всего для этого используется микстон. Как видите, по цветовому кругу, чтобы сдвинуться непосредственно к локальности цвета, вам нужно добавлять более насыщенный оттенок. Проблема будет состоять только в одном. Добавляя максимально локальный цвет с приглушенным оттенком, вы никогда не сможете добиться максимальной насыщенности. Для максимальной насыщенности вам надо будет убрать всю базу и оставить чистый микстон. Третье правило. Третье правило самое сложное, и на нем зарубается, наверное, основная часть наших учеников. Это правило смещения цвета. Правило смещения цвета заключается в том, что все цвета смешиваются по прямой линии. Исключением являются прямые локальные цвета, те, которые смешиваются непосредственно по внешней цветовой части круга. Но как только у вас эти цвета перемещаются за первичные оттенки, они начинают опять же таки смешиваться по прямой линии. Давайте рассмотрим на примерах. Смотрите на цветовой круг. Если мы с вами смешаем фиолетовый цвет с оранжевым, как видите, он будет проходить через прекрасную коричнево-рыжую гамму цветов. И мы с вами можем получить при увеличении фиолетового больше махагона, при увеличении больше рыжей части более коричневый цвет. Этот же момент, например, у вас будет происходить, если вы будете мешать фиолетовый с зеленым. Тоже будет идти достаточно прекрасный, интересный оттенок через серовато-сандрешную гамму. Такое слово прикольное, сандрешное, да? Извините за сленговое, сандре. То есть сандре, переходящий потом в пепел и потом в русость оттенка. Очень часто используется для создания красивых пепельных цветов добавление, например, желто-зеленых оттенков, которые, как видите, с пепельно-синей гаммой дают очень красивый русый натуральный оттенок. Проблема правила смещения цветов заключается только в одном. Вы никогда не сможете рассчитать цвета математически. То есть, в данном случае у вас всегда работает опыт и знание конкретного бренда, с которым вы работаете. Либо знание нескольких брендов, если вы их мешаете друг с другом. Поэтому вы всегда понимаете по цветовому кругу примерно, где цвет окажется. К сожалению, невозможно сразу сказать, что цвет у вас будет вот здесь или здесь. Вы всегда будете говорить примерно. И последнее, четвертое правило – это правило дискомфорта цвета. Что такое дискомфорт цвета? Дискомфорт – это те цвета, которые в данном промежутке времени являются некрасивыми. Вообще слово «некрасивый» является очень субъективным. И мы его используем в основном только в двух моментах. Либо личного отношения к этому цвету, либо отношения общее общества в данный момент моды.
Как вы помните, например, лет 6 назад, если бы мы покрасили клиентку в ярко-серый цвет, который нынешним уже уходит из моды, а в прошлом году был на пике своей моды, то нас бы клиентка наверняка побила, с учетом того, что тогда этот цвет выглядел достаточно архаично. Когда же мы говорим в современном обществе о том, что серый цвет – это красиво, большая часть людей с нами согласится. К этому, в принципе, вы должны отнести и все остальные цвета, даже те цвета, которые сейчас являются не очень красивыми. Когда мы говорим о серо-сине-зеленых цветах, когда мы говорим о серо-зеленых цветах, о коричневато-грязно-оранжевых цветах, то есть те цвета, которые сейчас являются не очень красивыми, по большому счету, возможно, что лет через 5 они станут красивыми. Да, то есть это все будет зависеть, опять же таки, от моды, которая нас всегда двигает вперед и говорит о том, что красиво или некрасиво. Отсюда следует, что правило номер 4 является чисто субъективным, и вы можете его применять или не применять в угоду только собственных личных отношений к цвету. Ну а теперь поговорим о микстонах. Какие же микстона вам нужны в работе, чтобы полноценно работать с цветовым кругом? Первый момент, который мы с вами обсудим, это желтые цвета. Среди желтых цветов можно выделить два. Это золотистые и это лимонные цвета. Лимонные цвета отличные вышли у компании Constant Delight 0,53 микстон. Золотистые. Золотистые микстона у большинства фирм являются идеальными. Я еще не видел фирму, у которой золотистый бы цвет был не очень красивым. Поэтому, по большому счету, золотистый оттенок вы можете выбрать той компании, которая вам симпатизирует. Например, рекомендую компанию Constant Delight 0,55 микстон. Рыжий. Или оранжевый цвет, либо, как мы говорим, его еще медный, да, хотя это, в принципе, разные совершенно оттенки, но плюс-минус они играют около друг друга. Более апельсиновые цвета вы найдете, например, у компании Lakme. 0,40 микстон отлично подойдет для этой работы. Когда мы с вами говорим о более красных оттенках, то тут очень хорошо подходят микстона, например, компании Londa или Vella. Но будьте с ними аккуратней. В данных микстонах я не знаю, что конкретно сейчас появилось, но они такое ощущение, что содержат чуть ли не прямой пигмент. Почему? Да потому что, когда вы их начинаете смешивать с другими цветами, рыжий цвет начинает превалировать над любым другим цветом. То есть у вас появляется лессировочное оптическое смешение цветов. А это очень часто сыгрывает в отрицательную часть работы. Поэтому рыжие цвета Londa или Vella я больше бы рекомендовал для усиления оттенков. Но как только вы работаете с нейтрализацией, эти микстона будут, возможно, мешать вам в работе. Очень хорошими цветами рыжими являются 0,77 микстон у компании Constant Delight и 0,77 микстон у компании Schwarzkopf Professional. Красный микстон. С точки зрения красного микстона рекомендую обратить ваше внимание на компанию Constant Delight 0,88 микстон, а также на компанию Schwarzkopf Professional 0,88 микстон. Единственное, нужно учесть, что у компании Schwarzkopf Professional будет цвет красного чуть-чуть холоднее, чем Constant Delight. Чуть теплее еще цвет красного будет у компании Vella и Londa, которые тоже отлично подойдут к вам в работу. Маджента. С точки зрения мадженты лучше всего использовать микстон 0,50 компании Lakme. В замену, в принципе, вы можете использовать и розовые микстона. Они очень хорошо подойдут в работе, особенно микстона компании Constant Delight, это 0,98 микстон. Опять же таки, очень хорошо подойдет микстон компании Londa или Vella 0,65. Не очень рекомендую микстон Magenta у компании Constant Delight, он очень интенсивный. Если вы, так скажем, продвинутый пользователь, то этот микстон можно активно использовать. Но если у вас мал опыт с работы с микстонами, вам придется достаточно туго. Эта же проблема есть у компании Schwarzkopf Professional, у которой 0,89 микстон достаточно интенсивно ложится и перебьет ваши все цвета, которые вы захотите смешать с ним. Фиолетовый. С фиолетовыми микстонами проблем в основном нет ни у одной компании. Фиолетовый микстон отлично работает практически у всех. Вопрос дальше выбора, насколько он будет более синий или более красный. В основном, в принципе, все компании стремятся к основному идеалу, тому, который есть у компании Schwarzkopf Professional и Vella с Londa. То есть их 0,99 и 0,66 соответственно микстона.
В принципе, неплохой микстон выпустила компания Constant Delight, которая идет под цифрами, как и Schwarzkopf Professional, 0,99. Синий микстон. С точки зрения синего микстона, здесь очень важный фактор его стойкости. Самый стойкий синий микстон у компании Lakme. Называется он 0,70 микстон. И если вы хотите получать стойкую, стопроцентную нейтрализацию, то советую его приобрести к себе в арсенал. Вот уже заговариваюсь немножко. Поэтому обязательно 0,70 микстон компании Lakme, если есть возможность купить, обязательно купите. Но если нету выбора, то есть вы не можете приобрести себе Lakme, то тут хорошими заменителями выйдет 0,22 микстон компании Constant Delight, 0,22 микстон компании Schwarzkopf Professional, 0,88 микстон компании Vella, 0,88 микстон компании Londa, а также 0,8 микстон компании Kin. Сине-зеленые микстона. В основном сине-зеленые микстона присутствуют в компаниях Lakme, Constant Delight, Schwarzkopf, а также в компании Vella и Londa. Вы можете оттуда их выбрать и взять себе в работу в зависимости от того, какая фирма вас больше устраивает. Все эти микстона отлично работают. Зеленый. С точки зрения идеального зеленого микстона я бы выделил компанию Lanza. У них микстон X дает именно чистый зеленый цвет, который иногда очень нужен в работе. Его хорошим аналогом является компания Bioestetic с цветом Green. Желто-зеленые цвета. Желто-зеленый цвет лучше всего взять у компании Constant Delight 0,33. Он отлично работает, например, в совокупности с 0,98 микстоном. Но необходимо отметить, что 0,33 микстон у компании Constant Delight является очень прозрачным, и добавлять его придется много. Что нужно отметить еще для микстонов? С точки зрения микстонов вы можете активно использовать черные цвета. Очень часто мы берем черный цвет чистый 1,0 для того, чтобы создать графитовые оттенки, поскольку содержание парафенилендиамина чистого черного цвета дает очень красивый серый цвет при размытии его с базовыми 10-9 уровнями. И сине-черный цвет вы также можете использовать как микстон. Он хорошо подходит для создания опаловых оттенков. Конечно, вы можете взять и готовые микстона, например, у Constant Delight выпущен опаловый цвет и графитовый цвет, что в принципе вам позволит сделать более быстро и более спокойном режиме те же цвета, поскольку они более разбавлены и ими проще будет работать. Так вот, имея все эти цвета у себя в арсенале, вы будете идеальным колористом. Почему? Да потому что, работая просто с одним цветом, вы никогда не создадите красивый цвет. Это раз. Второй момент. Вы будете ограничены в спектре цветов. А значит, то, что делаете вы, клиентка может и сама сделать, купив это все в магазине. Вы как раз делаете индивидуальным цвет, когда начинаете его мешать и создавать более сложные, более интересные оттенки. Не забывайте, ваша задача создавать те цвета, которые не смогут повторить никто, ни ваши коллеги, ни ваши клиенты. И в этом всегда вам помогут микстона. Каким образом вы можете самостоятельно отрабатывать цветовой круг, не экспериментируя на клиентах? Тут вам поможет идеальная вещь – это цветовая баня. Помните, да, что цветовая баня – это единственное окрашивание, которое позволяет изменять цвет во время окрашивания. И когда вы работаете и хотите изучить цветовой круг, советую просто брать базовый цвет, например, какой-нибудь 10.0, и в него добавлять непосредственно микстона и формировать желаемый оттенок. Цвет пряди берите максимально светлый, какой есть. То есть тот, который вы найдете в магазине по наращиванию волос. Мы очень часто берем коротыши, но проблема коротышей, что их очень часто делают из отходов, и они будут, конечно, очень быстро проваливаться. Если вы поедете в какой-нибудь магазин Good Hair, либо Европа, либо Белли Капелли, вы можете взять двадцатки. Их можно обрезать концы, которые проваливаются, и работать уже с более короткой частью. Что дальше ваша задача будет сделать? Ваша задача дальше покрасить их будет при помощи цветов с микстонами в какие-либо оттенки изначальные, и потом при помощи цветовой бани работать на нейтрализацию, чтобы получить уже нейтральный цвет. Именно этим занимаются всегда наши ученики на первом базовом курсе, когда изучают вариант движения подложек, так же, как и изучают вариант работы с цветовым кругом и цветовыми банями.
В чем еще будет огромный плюс работать с цветовым кругом непосредственно на цветовых банях? В том, что вы можете всегда изучить новый краситель, сразу не отходя от кассы. То есть, когда вы берете новый краситель, вы его применяете не на своих клиентах и не пытаетесь изучить его оттенки на клиентах, а именно создаете его непосредственно на прядях, формируя понимание, какие цвета дают какие вам оттенки. Если вы хотите подробнее изучить цветовой круг и узнать все нюансы его работы, изучить его досконально, то, конечно же, мы вас ждем с удовольствием у нас на курсах на искусстве цвета блок 1, а также на колористике без границ, где мы вас научим работать полноценно с цветовым кругом. И вы выйдете с навыком, который сможете применять в своей работе и быть неповторимым колористом. И сможете формировать те цвета, которые вы захотите, а не те, которые вам предлагает компания-изготовитель. Love and